Hola, mi gente linda, как говорит мой муж. Да, как вы знаете, у нас недавно родилась дочь. Мы ее очень-очень долго ждали. И сегодня будет небольшое видео от меня, где я расскажу, с чем мы столкнулись, с какими сложностями, что оказалось неожиданным. Я думаю, для многих это может быть полезным видео, потому что когда я была в этом положении, я не знала многих вещей, и для меня, возможно, это было бы легче пройти весь этот путь, да, если бы я уже знала какие-то нюансы, да, знала, что такое гематома, знала, что бывает невынашивание беременности, да, что бывает замершая беременность. В общем, очень-очень много таких нюансов, да, и сложностей, которые были на нашем пути. Хочу сегодня этим немножко поделиться. И думаю, вам тоже будет интересно. Ну, давайте начнем. Мы очень сильно хотели ребенка, да, мы очень долго к этому шли. И, к сожалению, у нас было 2 замершие беременности, да, то есть дважды мы не смогли стать родителями. И это было очень тяжело, это было очень сложно и эмоционально, и морально, и физически, потому что, к такому никто не готовит. И на самом деле это очень больно, да, когда это такой долгожданный ребенок. И в итоге там, на УЗИ показывают, что все хорошо, все получилось. А потом на 9-й неделе, да, сообщают, что у ребенка остановилось сердце. И на самом деле это очень такая непонятная история, да, потому что многие с этим сталкиваются, но только единицы получают ответ, что на самом деле случилось, почему это происходит, да. Многие, к сожалению, остаются без ответа. Мы также пытались узнать, да, то есть в связи с чем это произошло, что было, там сдавали специальные анализы и так далее, да, но, к сожалению, нам так и не дали ответ, просто сказали, что, такое часто бывает. До 12-й недели беременности это очень частые случаи, да. Хотя, когда ты просто живешь и смотришь, как рождаются, там, не знаю, миллионы, да, детей, ты вообще об этом не задумываешься и даже не думаешь, что на самом деле там чуть ли не каждая, не знаю, третья женщина, да, может с этим столкнуться. Но мы не останавливались, мы шли дальше. И спасибо моему мужу, да, за его поддержку, за его помощь. Он очень сильно меня поддерживал в этот период, достаточно сложный для меня. Также я продолжала работать, да, несмотря ни на что. То есть пыталась совмещать и работу, и личную жизнь. Плюс те, кто давно подписан на канал Исака, да, знают, что я работала в Бишкеке, а мы живем в Алматы. Это 2 разных, не то что города, это 2 разные стороны, да, это Казахстан и Кыргызстан. И нам приходилось, конечно, нелегко. То он ко мне ездил, да, мы там жили, потом на выходные мы сюда ездили из-за его работы. И на самом деле вот эти мотания тоже, да, дались нам, поначалу сложно, но потом, оказывается, знаете, люди ко всему адаптируются, и мы уже как-то привыкли. Те, кто нас хорошо знает, удивлялись, да, там, как вы туда-сюда мотаетесь каждые выходные, там 4 часа пути, это нелегко, та-та-та. Но для нас это уже стало как таким неким, не знаю, мини-путешествием, да, каждую неделю. И мы пытались воспринимать это как возможность, а не как сложность. И последняя моя беременность, когда наступила, мы были очень счастливы. Но спустя, я не помню, где-то 2 месяца, наверное, просто в один день, да, ночью, я понимаю, что у меня начинается кровотечение, и все, у меня слезы. Мы были в Бишкеке, Исаак был со мной, к счастью. И я говорю, неужели снова, да, то есть, у нас не получится сохранить эту беременность.
Я очень сильно переживала, потому что я была уверена уже, что это все конец. Но мы начали обзванивать всевозможные э, частные клиники, да, то есть куда можно поехать, где можно сделать УЗИ, посмотреть вообще, что происходит, на каком что этапе, чем можно помочь и сохранить эту беременность. Но вот здесь как раз-таки я столкнулась с тем, да, отличие даже, казалось бы, небольших, ну, можно сказать, близких, да, стран, Казахстан, Кыргызстан, в том, что в Алмате 100% в 2 часа ночи я найду, где мне сделать УЗИ. В Бишкеке, к сожалению, я была в шоке, да, но мы обзвонили частные клиники, те, которые работали в одном месте, мне сказали: да, приезжайте. Но когда мы туда приехали на такси, да, нам сказали: а, нет, УЗИ сейчас не работает. 2 часа ночи, да, то есть он до 11 был. Я говорю: ну, я же звонила, почему мне сказали, что да? Ну, видимо, это была там ошибка или еще что-то и так далее, да. Потом мы в другое место поехали. В итоге нас отправили в роддом, да, сказали, что только там вам могут сделать в такое время УЗИ. Мы приехали туда, Исаака не пустили, только меня туда запустили. Я зашла, мне сказали: ну, что у вас? Я говорю: вот так-то, так-то. Объяснила ситуацию. Они такие: ну, сейчас у нас УЗИ не работает, только в 9 утра будет УЗИ. Как вообще это возможно? Я не знаю, да, то есть в роддоме, чтобы ночью не было УЗИста. Для меня это просто шок. Ну, женщина может родить в любое время суток, да, то есть как? Ну, в итоге они сказали: только в 9 утра. Окей. Я говорю: что сейчас? Ну, я могу вас только посмотреть, ну и все, да. Она посмотрела, сказала: да, у вас кровотечение, но, наверное, это гематома. Для меня гематома это было всегда, если, не знаю, там, ты упал, обо что-то стукнулся, да, у тебя гематома. Я никогда не знала, что бывает гематома при беременности. Для меня это было вообще что-то новое. Я говорю: как, откуда она могла появиться, да? Но оказывается, это тоже очень частое явление, с которым сталкиваются женщины. И это некий сгусток крови там между маткой и плодным яйцом, в общем, что-то такое. И такое бывает. Но это очень опасно, потому что это может привести к отслойке и к выкидышу, да, то есть женщина может потерять ребенка. Но если вовремя то есть заняться лечением, то можно сохранить. И она мне говорит: мы можем вас положить, ну, госпитализировать в больницу. Я такая: хорошо, говорю, мне будут что-то капать, что-то делать уколы, что будут делать? Нет, вам ничего не будут делать, потому что нужно только лежать и ждать, просто быть в покое. Окей, я говорю: ну я же и дома могу быть в покое. Она говорит: ну да, можете. В общем, я поняла, что это бесполезно. Я не стала рисковать, мы поехали домой. В 9 утра мы поехали в частную клинику, там сделали УЗИ, да, посмотрели, насколько все сложно или несложно, состояние. Потом я написала своему врачу здесь, в Алмате, приложила УЗИ, он мне дал рекомендации, да, то есть он мне прописал специальные там уколы в живот. В общем, ну это был такой тоже сложный, можно сказать, период, да, когда мы очень-очень сильно испугались, что снова может пойти что-то не так. Но, к счастью, там спустя неделю, 10 дней все стало хорошо. Я на работе взяла больничный, несколько дней, по-моему, работая из дома или отпуск, что-то такое было. И я лежала, Исаак за мной ухаживал, кормил меня. И, в общем, я отлежалась, восстановилась, и, слава богу, все после этого. Ну, обычный токсикоз, как и у всех людей, наверное, как у всех женщин, ничего такого больше не было. И когда уже мы подошли к концу нашей беременности, я начала в Алмате здесь думать, искать, где я буду рожать. И в итоге мне посоветовали один роддом, очень хорошего врача, акушера-гинеколога. Подруга у меня несколько раз уже у нее рожала, и я думаю, ну все, пойду туда.
И когда я к ней пришла, она посмотрела весь мой анамнез, все мои УЗИ, и она мне сказала: будет кесарево. Я такая думаю: о боже, как это кесарево? Я 100% была уверена, что я буду рожать сама. У меня было все замечательно уже, да, в конце. Тем более мы с Исаком хотели партнерские роды, да, что мы будем вместе, что он будет со мной. А здесь понятно, что если кесарево, то его туда не запустят, а только вынесут показать ребенка. Для меня это тоже был как гром среди ясного неба. Я сначала очень расстроилась, и потом Исаак меня успокоил и говорит: если честно, я даже рад, что будет кесарево, что, это будет все планово, спокойно, что не будет никаких неожиданностей, сложностей и так далее. Ну ладно, мы пошли этим путем, мы не стали рисковать и согласились. Есть отдельное видео, Исаак, наверное, поделится ссылочкой здесь или здесь, где он рассказывает о том, как он к нам мчался, летел с Испании, потому что 12 февраля родилась наша доченька. И 12 февраля в 5 или в 6, в 5, по-моему, утра он прилетел с Испании в Алмату. Это, конечно, вообще был челлендж. Я боялась, что что-то пойдет не так, что он не успеет, потому что в 5 он прилетел, бегом домой, здесь ждала его уже моя мама с едой. Он поел, сходил в душ и поехал к нам в больницу, в роддом. И в 9, по-моему, утра он уже был в роддоме, а в 10:20 я родила Эмили. Поэтому, конечно, это классно так все сложилось. Он успел, ему вынесли нашу дочу, показали. Он, конечно, супер папа, вообще у него есть футболка такая супер дэд. Он ее обожает, он ее носит постоянно. И действительно это оправдывает, да, то есть эти слова оправдывают его действия. Он был со мной в этот же день, да, то есть, само кесарево, конечно, это не такая легкая процедура, как я думала, потому что когда просто ты слышишь: женщине сделали кесарево, ты думаешь: окей, да, то есть как обычная, наверное, любая операция. Под наркозом, ничего страшного, восстановление. Но когда ты с этим сталкиваешься сам, сейчас, когда я слышу, что кому-то сделали кесарево, мне искренне, я прям сочувствую этому человеку, я понимаю, через что прошла эта женщина, какая это боль, какое-то сложное восстановление, да, потому что есть девушки, женщины, которые такие: сама не буду рожать, это больно, сделаю кесарево, да, и пытаются разными путями настоять на том, чтобы им сделали кесарево. Я вам скажу так, что я, конечно, сама не рожала, но кесарево — это не так легко и не так безболезненно, как вы думаете. Я не хочу никого пугать, но на самом деле, да, то есть после самой процедуры, меня госпитализировали за день до операции, после этого там все анализы, все у меня уже было готово. На следующий день, вот утром, да, меня отвели в операционную, сделали операцию, там буквально, не знаю, 15-20 минут это занимало. И это такой букет эмоций, да, когда ты лежишь, ты же все понимаешь, потому что это делают с эпидуральной анестезией, то есть тебе в позвоночник делают укол обезболивающий, да, и ты не чувствуешь нижнюю часть тела. Это тоже отдельная история, не буду останавливаться, но достаточно для меня была болезненная процедура, потому что мне пытались несколько раз туда воткнуть эту иглу и спрашивают: вы случайно спортом не занимаетесь? Я говорю: нет, не занимаюсь. У вас такие мышцы, что невозможно пробить. В общем, ничего, в итоге все сделали. И когда ты лежишь потом и понимаешь, что в любую секунду вот-вот появится, да, на свет долгожданная твоя доченька, это вообще неописуемое чувство. Это и такие амбивалентные чувства, потому что ты боишься, ты в предвкушении, да, то есть ты хочешь увидеть ее и беспокоишься, чтобы, она заплакала, чтобы задышала, да, то есть чтобы все было хорошо, чтобы не было никаких патологий.
Ну, может быть, это я была очень такая в этом плане мнительная. Я очень волновалась и переживала, что, да, то есть снова может быть что-то не так. Но когда ее достали, я услышала вот это как котенок мяуканье, мяу, мяу, мяу. Все, это такое счастье. Первое, что я спросила, с ней все нормально? Мне сказали, да, все нормально. И ее положили сюда ко мне, то есть вот так щека к щеке мы с ней лежали. Такое солнышко, она такая сладкая была, такая маленькая. И я была так счастлива, я вообще не могла поверить, что это действительно со мной происходит. Ну и потом ее вынесли, уже показали папе ее. И все, после этого меня зашили, нас отправили в реанимацию. И там мы лежали до 8 вечера. Ну, там была капельница окситоцина, это тоже такая болезненная штука. Каждый час там проходили, давили на живот. Ну, так нужно было делать, да, чтобы все потом хорошо восстановилось. Потом заставляли нас уже вставать, ходить, да, то есть тебе зашили там 6 или 7 этих слоев твоего тела, да, и ты должен там спустя уже 6 часов встать и пойти. Боль была очень сильная, все прям огнем горело, и каждые несколько часов нам ставили обезболивающие уколы, потому что, честно, это было невыносимо. Ну ничего, спустя несколько дней становится легче, я так скажу. Ну, где-то 4-5 дня достаточно больно и дискомфортно. Потом уже где-то ближе к неделе уже все, уже налаживается. Налаживается кормление. Ну, там тоже свои есть подводные камни, да. Тоже не так все легко. Но я так скажу, что первый месяц, 40 дней, да, то есть не просто так вообще говорят женщине, да, что первые 40 дней, там, не знаю, не показывать ребенка лишний раз никому, да, чужим, восстанавливаться, больше отдыхать, лежать, там, хорошо кушать, не нервничать, потому что вот эти первые 40 дней это действительно такой период, когда тебя колбасит, ну и физически, эмоционально, морально, да, то есть ты пытаешься осознать вообще, что ты в новой роли, что ты мама, что от тебя зависит целая человеческая жизнь, да, потому что этот комочек беспомощный, он ничего не может без тебя. И каждая минута твоей жизни должна быть посвящена только вот твоему ребенку. И физически тоже, да, то есть какие-то процессы идут заживления, восстановления, там, кормление грудью, да, то есть молоко. Но где-то ближе к 40 дням более-менее все устанавливается, и уже ты живешь, в принципе, ну, такую почти полноценную свою жизнь. Ну, очень важно, чтобы в это время кто-то был, да, близкий, потому что моему мужу пришлось снова улететь в Испанию из-за документов. Он делал пролонгацию ВНЖ, и ему нужно было забрать документы. И на какое-то время, да, на 2 недели я осталась с маленьким ребенком одна дома без него. И вот тогда я поняла, да, то есть насколько ценно иметь близкого человека в этот период, потому что ты не можешь сходить в душ, ты не можешь нормально поесть, да, ты ничего не можешь. Ты просто пытаешься выжить, да, вместе со своим ребенком. Ну, потому что она еще была совсем маленькая, да, и очень часто приходилось и кормить, и ты не можешь ее одну оставить, да, то есть и за нее волнение, переживания. Поэтому, конечно, спасибо моим родителям, да, мама с папой, они часто ко мне заезжали, гуляли с ней на улице, у нас классный парк возле дома, и в это время я могла сходить в душ, заняться своей жизнью там лишние полчаса, и это очень сильно помогало сготовить, покушать, да, то есть и как-то, но уже там к 2 месяцам уже совсем становится лучше и легче. Поэтому вот сейчас нам 3,5 месяца. Мы уже ставили
дважды плановые прививки, ходим каждый месяц на осмотр к педиатру. Тьфу-тьфу, все хорошо, мы классно набираем вес, рост, кушаем мамино молоко с удовольствием. И такая вот история нашей жизни. Надеюсь, что вам было интересно. Это было от души для тех, кому мы интересны. Оставайтесь с нами, дальше будет еще лучше. Надеюсь, настанет день, когда мы покажем нашу дочь. Пока мы немножко, не знаю, волнуемся, она совсем маленькая, поэтому не хотим никуда, ни в Инстаграм, ни в Фейсбук, ни на Ютуб, пока мы ее не выкладываем. Но я думаю, что вы будете с нами, и когда-нибудь мы вас тоже с ней познакомим. Спасибо за то, что были со мной. Всем удачи, мы вас любим. Чао!